Всем привет! Всех с Новым годом! Новый год уже начался, да начался не очень. Посмотрим сейчас, хочу вам показать, как люди... Короче, мотор после капиталки. Вот. И в итоге машина проехала 30 километров. Вот. Сейчас покажу, что произошло. Значит, смотрите, хотел просто его разобрать, посмотреть, что там... ну, человек попросил его оживить. Вот. Мотор уже большой пробег там в нем. Ну, что могу сказать, оживлять там нефиг, там нечего оживлять. Значит, смотрите, мотор после капиталки. Вот, прокладка, она цельная должна быть, она уже с двух половинок. Ну ладно, можно сказать, она разорвалась. Вот, но это просто резина повздувалась. Вот, ну, за 30 километров навряд ли она так вздулась, правильно? И навряд ли оригинальную прокладку кто ставил бы. Вот. И, кстати, это мотор какой-то У-22 DTH. Вот это Opel Vectra. Ну, он отличается от двухлитрового, что этот мотор с балансировочными валами. Снизу вот стоит вот эта вот штука. На двухлитровом ее нету. Здесь два балансировочных вала и цепью приводится. Вот. Ну и еще отличие в маркировке у них, что насос есть на две фишки и на одну фишку. Ну ладно, блоки во всех все равно одинаковые. Вот, дальше, вот это понятно. Вот. Потом, башмаки. Вот. Здесь вообще ни хрена не было. Вон, смотрите, здесь цепью терло. Видите, цепью терло. Вот. Не знаю, как это произошло, но вот здесь даже палец, вот, смотрите, может видно будет, он просто кривой. Вот. Как это? Либо ломом драли, либо чем, не знаю. Вот. Потом, что? Ну, теплообменник весь на гермете. Прокладки полностью все. Ну, нельзя ставить, потому что, не дай бог, попадет кусочек гермета где-нибудь под клапан, все. Короче, все на гермете полностью. Ну, это, правда, нет, но она настолько твердая, что... Ну, здесь уже стекло прямо. Вот. Потом, вот еще башмак, он отвалился сам. Ушка не было. Здесь уже такие протертости серьезные. Вот. Он уже настолько тоненький, что просто... Вот. Видите? Так что вот так вот у нас делают капиталку. И скорее всего еще по крышке... ну цепи, понятно, здесь растянуты. Вот, сильно болтаются. И, не знаю, на камеру не будет видно, но если присмотреться, зубья уже лежат в одну сторону так. Ну, на камеру, наверное, плохо будет видно. Вот. Уже большой износ. Вот, еще, скорее всего, крышку пытались снять. Вот, видите, как побито все здесь. Вот, пытались снять, не снимая поддона. Здесь так не получается. Здесь обязательно нужно снимать поддон, потому что вот этот вот клапан, он упирается в поддон, вот эта пробка, и вы ее никак не снимете. Но его уже ковыряли, драли. Вот, пытались, наверное, ее снять, в итоге у них не получилось, так они обратно ее закрутили, и вот сюда уже пошел антифриз. Вот. Короче, куча нюансов. Прокладка, где она? Прокладка клапанной крышки. Просто, я ее еле сорвал, она вся на гермете, полностью была так прилеплена. И он говорит, ну, все новое покупал человек. Вот, смотрите, сколько тут его, он же повылазил. Этот гермет. Значит, на гермете просто все. Заслонки уже выдраны, на ней нету заслонок вообще. Здесь прокладки, это она тоже на гермете, это на другом моторе, просто там ее вообще не было. Ну да ладно. Вот. Короче, не знаю, с него собирать тут нечего. Крышка. Вот. Вот здесь вот сломано. Похоже, как было вот так. Вот еще болтик на крышке вот этой, которая крышечка сюда прикручивается, еще как-то держался. Когда я открутил, это все упало. И вот видите, вот цепью уже, наверное, цепью отбило. Вот, потому что здесь вот цепью идет цепь. Вот, отхерячила. Ну,
Вот так вот. Прокладка поддона, наверное, тоже когда-то снималась. Вы видите, все на гермете висит. Прям висюльки какие классные. Нахрена на гермет ставить, если, блин... Ну да, оно немножко там дороговатые такие прокладки, они прорезиненные. Ну блин, ну вот так вот, это с ума сойти. Я не знаю. И вот что теперь делать, я не знаю. Мало того, что еще блок, ну на камеру, наверное, тоже будет плохо видно. Прокладку ГБЦ поставили самую дешевую, она даже не прилипла. Здесь его царапали прям каким-то напильником весь. И вот здесь был гермет. Я когда его содрал, думаю, что ж такое. А здесь, если будет видно, вот такое пятно. Видите, вот ширина где-то чуть больше сантиметра. И здесь яма такая. Вот. И они его вышлифовывали, скорее всего, ну, пытались как бы почистить и наложить сюда гермета. Вот. Потому что до этого, как клиент рассказывал, у него рвало всегда теплообменник, патрубки, все рвало. Ну, как-то шли газы. Вот. Ну, по этому поводу, по блоку, я не знаю, если померить, в принципе, его можно шлифануть. Ну, в итоге этот ремонт просто станет как, ну, космос. По деньгам очень дорого будет, потому что блок шлифани, разбери все, там окажется вкладышем хана, ну, все как обычно. Так что вот пока решаем, либо будем его оживлять, либо все-таки будем покупать как-то, ну, выушный контрактный мотор. Так что пока не знаю. Значит, как что решиться с этим делом? Возможно, заснимем, покажем, не знаю. Будем восстанавливать, обязательно буду снимать. Если не будем восстанавливать, ну смысл снимать там, как его ставить, этот двигатель, я не вижу смысла. Потому что здесь куча еще нюансов. И он говорил, что его вытаскивали, этот мотор. Но когда мы его достали, ну там даже сцепление хана. Я не знаю, как они его собирали. Выжимной высыпался, диска нету, там просто корзина провалена. Но ему сказали, все хорошо. Ну и понятно, что, я же говорю, проехал 30 километров после ремонта. Так что ладно, так что не знаю, смотрите, если не разбираетесь сами, то не знаю, знакомых просите. Ну, как-то надо искать людей более адекватных, потому что, блин, мошенников хватает. Я, например, в этой сфере я вроде разбираюсь. Но в чем-то другом, блин, ну меня ж надуют, блин, однозначно. Блин. И я даже не замечу, потому что не разбираюсь. Так что все-таки надо, во всем же невозможно разбираться. Ладно, все нормально, будем переделывать. Все равно кому-то это нужно делать. Все, всем пока. Ставим лайки, подписываемся, как обычно. Все.